Мамочка. Дорогой мой. Ну все, как всегда, все проверил. И иди-ка на свое место. Ну так тут что-то вкусное, наверное. Нет, тут коробочка. А, коробочка. Все, ложись. Все, лежать. Сёма. Все. Сейчас лежит. Лежать. Добрый день, друзья. Сегодня речь пойдет об орхидее ваниль. Но начну я не с этого. Вы знаете, в жизни случаются такие приятные неожиданности, что я не могу об этом вам не рассказать. Но это как раз все связано с орхидеей ваниль. Я не купила эту орхидею. Мне ее подарила одна из моих подписчиц. Я рассказывала о том, что я была у нее в гостях, и она вот так просто, у нее стоит ваниль, и она говорит: хотите? И отрезает мне небольшой отросток. Но когда я вам уже ее показывала, она у меня стояла в воде, был один отросток, этот отросток разделила на две части, выросли корни, и я ее посадила. Подарили мне ее прошлым летом, в июне. Долго она приживалась, росла. Я искала для нее теплое место в холодное время года. Я ее не могла оставить на подоконнике на зиму. Но она начала расти. И тут я задумалась об опоре для этой орхидеи, потому что это огромная лиана. И она не зацветет, если она не вырастет 2-3 метра. Некоторые говорят, что она должна вырасти 8 метров. Но растет она действительно достаточно быстро. И опора мне понадобилась. Я приобрела вот такую опору. Ну, это проволока, обмотанная кокосовым волокном. И когда я это все приспособила и привязала орхидею, я поняла, что опрыскивая эту опору, казалось бы, кокосовое волокно должно все очень много впитывать влаги. Сейчас принесу опрыскиватель и покажу, почему мне это все не очень понравилось. Когда я начала опрыскивать, вот кажется, Ксёме это не нравится, кажется, что какая-то вода остается, что-то впитывается, что-то мгновенно стекает. Вот видите, капли. Они просто капают, и все. То есть плохо впитывается. Ну, конечно, если ее вытащить, намочить, ну вот так опрыскать, и чтобы все это стало влажным, не получается. А у ванили, у нее воздушные корни. Вот они везде. Везде. Вот она сразу выпускает лист, сразу выпускает эти воздушные корни. Вот они видны. И ей бы эти корни куда-нибудь во влажную опору. Они должны завиваться и проникать в эту влажную опору. И когда я мужу рассказала, что приобрела эту опору, а не очень это помогает. Он мне сказал: ну купи мох, я тебе обмотаю это все. Мох влагоемкий, он просто вбирает в себя всю влагу, и ей будет комфортнее. Я говорю: да, мох купи. Где? У нас этот мох не растет. Ну, не растет у нас в фауне. Ну, степи. Какой у нас мох? Я так подумала, да, наверное, нужно где-то поискать на каких-то маркетплейсах, но времени у меня на это, ну, крайне мало. И вот как бывает в жизни, вдруг, отвечая на вопросы ВКонтакте, вот я нигде об этом не говорила, я почему так эмоционально рассказываю, я нигде об этом не говорила, я просто об этом подумала. Где его приобрести, этот мох? Читаю комментарии, читаю вопросы, отвечаю на вопросы, и в одном комментарии, предложении я открываю, и Лариса, не буду называть фамилии, Лариса мне пишет, вот сама
Елена, хотите, я вам соберу мох и пришлю? Вот бывает, ну, я не знаю, может быть, она прочитала мои мысли, может, мы так с ней как-то связаны. Я не знаю этого человека. Конечно, я зашла на ее страничку, посмотрела, выражаю огромное спасибо. Я сказала, да, вот это именно то, что мне сейчас очень нужно. И вчера я получила посылку с мхом. Я не знаю, сколько я раз готова сказать Ларисе спасибо. Она сходила в лес, набрала мне живой мох и прислала вот 4 пакета этого мха. Вот как бывает и приятно, и вовремя. И Лариса делала это от души. А я от души еще раз говорю, огромное спасибо за этот подарок. Вот бывает, случаются невероятные истории. И вот сейчас мы можем сделать эту опору, обвив живым мхом, и надеюсь, что моя орхидея будет тоже счастлива, как и я. И, конечно, этот мох я буду использовать, хотя я не использую в посадках, но для некоторых орхидей, для таких орхидей, как Баркинг, медвежий король. Вот ей не нравится расти в керамзите, и мне хочется пересадить эту орхидею именно в торфяной стакан. И я обязательно использую вот этот мох. Огромное спасибо, мои дорогие подписчики. И особенное сердечное спасибо Ларисе. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. А как мы сделаем, вернее, даже не я, как муж обернет эту опору мхом, мы обязательно покажем вам в конце видео. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Ха. Что ха? Сделаешь. Обещал же. Обещал. Ну, кстати, этой орхидеи есть плейлист, там всего 2 видео, но будет 3 Да. и 4. И большая надежда на то, что она зацветет. Когда-нибудь. Но цветет она всего 1 день. То есть каждый цветок цветет 1 день. Но если это случится, я вам обязательно это покажу. До новых встреч. Еще раз до новых встреч. Увидимся на канале.